Перед тем, как начать пошив, нам нужно освободить все наши детальки от лишнего клея. То есть вот все, что вылезло у нас за пределы, мы должны будем благополучно срезать. Соответственно, я сейчас буду срезать это все на каждой детальке нашего кроя. Вот таким вот образом, прям под край. Ни в коем случае не срезайте свой основной крой, иначе будет погрешности. Так, закончили с подрезкой. Теперь можем начать пошив с мелких деталей. Так пошив проходит намного быстрее, когда уже заготовлены мелкие детали, лямки, чашки и так далее. Когда уже потом будет пошив масштабный, вам уже будет удобнее вставлять заготовленные детали. И это существенно экономит время. Начнем с лямок. Обтачиваем по самым длинным срезам на сантиметр на тот припуск, который вы себе заложили. Я себе тут отставила метку, которая будет обозначать мне сантиметр, чтобы мне было удобнее контролировать. Можно поставить магнитик, если есть, или также четенько себе нарисовать эту меточку на сантиметр. Вот, сделаю ее пожирнее, чтобы было видно. Делаем закрепку и обтачиваем детали. Стараемся не растягивать, так как мы не проклеивали срезы клеевой лентой. В принципе, здесь это не нужно. У нас достаточно плотная клеевая. И я, следуя разметке, шью на сантиметр. Всегда стараюсь шить по жесткой стороне, то есть не по подкладке, а именно по жесткой, потому что подкладка очень легкая, она может себя тянуть назад и тем самым натягиваться на жесткую ткань. Поэтому удобней и качественнее получится шить по твердой, то есть по основе. Если ставили себе рассечки, тоже соблюдайте, смотрите по всей длине. Теперь для выворачивания хочу показать такую штучку. То есть для того, чтобы было проще вывернуть, я сделала закрепку. Сделала себе больше стежок. Пройдусь на 0,5. Остановлюсь на сантиметре. Также, как же мне нужно стачать эту лямку. Верну обратно стежок, который я себе настроила. И делаю закрепочку. И поеду дальше. Для того, чтобы заправить обточной край внутрь, вот таким вот образом. Берете отвертку, лучше длинную, чтобы хватило на всю длину лямки, и проталкиваете ее внутрь. Вот. Но перед тем, как вы протолкнете внутрь данный кусочек лямочки, не забудьте высечь вот эти припуски для того, чтобы они уже не пролегали у нас снаружи, когда мы будем утюжить. То есть вот таким вот образом можно одну сторону высечь. 1 сантиметр с другой стороны можно оставить. Здесь мы срезаем на, условно говоря, на 0,5. Слишком под корень не нужно. Нам главное создать вот такую лесенку. Лесенку из припусков. То есть они будут не такими толстыми, когда мы будем выутюживать лямку. Ласов никаких не будет оставаться.
И после того, как вывернем, распорим ту часть, которую мы с вами заточали для того, чтобы вывернуть. Вернули в открытый срез и отложим вот эти наши такие дудочки. Если не хотите, чтобы у вас торчали или даже была хоть немножко видна была подкладка, подкладку можно делать уже на 0,5 сантиметра, и она не будет совершенно никак видна. Вот. Но мне даже нравится иногда, когда где-то что-то просвечивает таким нежным цветом. Дальше мы с вами будем отдельно стачивать рельефы чашечек, уже заготовленных. Опираемся на наши насечки, чтобы распределить, куда какие детали пойдут. Вот насечка центральной точки груди. Это у нас центральная часть чашки, это боковая часть чашки. Также ищем центральную точку груди, где у нас насечка. Вот она есть. И ею приставляем к другой центральной части. К другой центральной точке. Теперь ищем центр у нашей верхней части чашечки. Это у нас основа и подкладка. Мы отмечали, куда вставляется у нас лямка, соответственно, это бок. Это у нас будет центр. То есть вот таким вот образом мы будем соединять наши чашки. Сейчас мы распределили операции для того, чтобы максимально большое количество операций сделать у нас на машинке. Поэтому собираем сейчас основу чашки, основу подклада и далее пойдем на утюг. Вот сложили вместе и на сантиметр, соединяя рассечечки, начинаем соединять детали. Когда мы доходим до насечки, я ухожу уже на припуск 1,5 сантиметра для того, чтобы убрать 0,5 сантиметра с подклада, потому что подкладка, как всегда, обычно меньше, чем у нас основа, потому что у нас будет с вами пушап, и внутри чашка будет уже меньшего объема, чем снаружи. Я выведу на 1,5 сантиметра здесь. Но здесь на нет, потому что эта деталь у нас никак не будет меняться. Начинаю. С 1,5 сантиметра вместо сантиметра заложенного. То есть у нас будет уже сама подкладка уже, повторюсь. И схожу на нет обратно к сантиметру. Можно это делать заранее срезать эти 0,5. Можно это сделать потом. Я это сделаю уже в процессе. Срезаю эти лишние 0,5 сантиметра с подклада. Также мы сейчас заготовим детали для утюга уже непосредственно корсета, то есть соединим все части. Это у нас будет чашка, рельеф передний, дальше у нас будет боковой шов, и дальше у нас будет рельеф спинки. Все эти швы мы сейчас также будем между собой стачивать. Так, отложим и начнем.
Теперь, когда мы максимально собрали все части нашего корсета, вот так это будет выглядеть. У нас готовы лямки, готовы чашки. Нам останется собрать идентично подкладку, и больше до утюга мы ничего делать не можем, поэтому пойдем после этих операций на утюг. Итак, вот такую деталь мы получили. Это у нас основа корсета. Делаем то же самое, те же самые операции с подкладом и идем на утюг. Мы собрали основу корсета, основу подклада, обтачали лямки, заготовили боковую и центральную часть чашки на подкладке и на основе. Теперь можем идти на утюг, обрабатывать все эти срезы и заготовленные детали. Для начала выутюжим мелкие детали, начнем с лямки. Вот такими движениями будем выдвигать припуск, чтобы шов был ровненько в раскол. Вот так. И параллельно, когда будем выдвигать припуск, проводим утюжком. Вот таким вот образом. Если у вас подкладка меньше, то вам нужно делать перекант и выдвигать основную детальку вот на миллиметр снаружи. Получается у меня шов в раскол. Канта у меня не будет. Нам главное, чтобы наши лямки не деформировались, поэтому либо используйте лекало, либо друг на другу положите и вместе их спрессуйте вот так вот утюжком, чтобы они были одинаковые. Ну и тем самым проверите ширину, чтобы они были идентичны. Вот, проверяю. Получилось 2 ровных лямочки. Теперь перехожу к рельефам. Разутюживаю все рельефы чашечки. Вот таким вот образом. И после того, как разутюжу, мне нужно будет высечь лишний припуск. Для того, чтобы оно не пролегало потом у нас на чашечке. И разутюживаем мы для того, чтобы чашечка была намного тоньше вот в этих местах, все швы. Можно это делать на специальной подушечке, можно и просто, потому что нас еще ждет формовка чашки. В принципе, можем пока сделать на горизонтальной поверхности. Главное, не прессуйте округлость чашки, иначе она потеряет свой вид.
Теперь разутюжили чашечки. Дальше нам нужно будет разутюжить рельефы нашего корсета, подклада и основы. Все центральные швы и центральный рельеф у нас смотрят к центру тела, то есть передний рельеф у нас смотрит к центру полочки переда, а рельеф у нас смотрит к центру спинки. И боковые швы всегда смотрят назад. То есть вот все от центра к спинке, к центру, и один рельеф к переду. Заутюживаем весь припуск в одну сторону, так как к нему мы будем пристрачивать нашу косточку. Вот такими движениями я раздвигаю, чтобы здесь у меня не было складочки. То же самое здесь. Аналогично на основе заутюживаем к центру спинки боковой и центральный рельеф. На подкладе, кстати, можно в разутюжку делать, так как мы именно на подкладку непосредственно пришивать на припуске наши кости не будем. То есть можно было бы и разутюжить. Если вдруг у вас подклад достаточно плотный, лучше разутюжить, чтобы не было наслоения толстых швов. Проверяйте, не деформировали ли вы при утюжке наш корсетик, складывая его пополам. Идентично. Все сходится. Также можно приложить подклад. Теперь берем подкладку. На верхний срез подкладки нам нужно приклеить клеевую кромку. Она может быть прострочена нитепрошивной по косой, может быть по прямой. Я взяла по косой для того, чтобы было немножко эластичней. И вот таким вот образом мы проклеим именно подклад. Не верх, а именно подклад, потому что техническую строчку мы будем после стачивания подклада с верхом прокладывать именно на подкладе. Отрезали нужную длину. Клеевая кромка обязательно должна заходить за предполагаемую строчку, которую мы будем прокладывать. Проложили. Также с другой стороны. И на промежуточек. Тоже не повредит. Так как мы будем обтачивать подкладкой еще и чашки, поэтому берем подкладку и по верхнему срезу также прокладываем. Только здесь уже я предварительно знаю, что чашка у нас будет круглая, и мне нужно немножко припосадить верхний срез для того, чтобы окутать, грубо говоря, нашу чашку. Буду делать таким образом. Начинаю с любого края, приклеиваю и уже чуть-чуть, прям вот буквально на 2 миллиметра натягиваю, вот так натягиваю клеевую ленту и сутюживаю верхний срезик.
Тем самым у меня будет уже немножко такая кругленькая основа. Натянула чуть-чуть, натянула. Видим посадку, то есть уже деталь у нас вот получается такая кругленькая. Приклеили, еще раз проходимся. Чтобы зафиксировать, это ставим на вторую часть. Тем самым она будет вот такая уже немножко округленькая. Берем вторую часть. Проутюживаем только с краю, иначе мы опять спрессуем нашу деталь, она превратится не в кругленькую лодочку, как вот сейчас, а опять в плоскую деталь. Посмотрим, насколько у нас она сутюжилась от основы. Вот буквально на сантиметр. Отлично, нам этого хватит. Итак, мы проклеили верхнюю часть подкладки корсета, верхнюю часть чашки подкладки. Выутюжили наши лямки, разутюжили подкладочные рельефы чашечки и основы. Можем продолжать пошив.